Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, надо ли включать в рацион собак субпродукты и какая от них польза. И зачем нужны в рационе собак субпродукты. Для его удешевления, ведь субпродукты значительно дешевле всякой вырезки раза в 3, или в этом есть какая-то другая необходимость. Это видео будет особенно полезно тем владельцам собак, которые могут себе позволить покупать чистую мясную вырезку, и финансовый вопрос для них не является ограничивающим фактором. Логически кажется, зачем все эти субпродукты нужны, если я могу позволить себе кормить собаку чистой мясной вырезкой, ведь собака при таком кормлении будет получать чистые белки. Оказывается, не все так просто. Есть практическое доказательство того, что там, где кормили собаку только чистым мясом, без субпродуктов, то через некоторое время наблюдались некоторые проблемы в виде определенных нарушений обмена веществ. А ведь казалось бы, что мы даем собаке самое лучшее, не жалея на это никаких денег. А дело вот в чем. Во-первых, мясо само по себе не есть источником сбалансированного питания. Да, мясо – это незаменимый продукт для собак. Да, это самый главный источник белка для собак. Да, это незаменимый источник энергии. В мясе содержится очень много различных веществ, витаминов и минералов. Одним словом, без животного белка хищники не могут нормально жить. Ведь собака – это хищник. Но, к большому сожалению, мясо, как я уже сказал, само по себе не является сбалансированным питанием для собак. За многовековую историю существования собаки у нее выработали свои кормовые потребности, под которые и сформировалась современная система пищеварения. Классическим примером рациона предков собаки, а ближайшим видовым родственником собак есть волки, есть пойманная дичь, начиная от мышей и заканчивая косулями и даже лосями, если это охота в стае. И в дикой природе все это съедается целиком, вместе с внутренностями, шерстью и костями. Может, копыта при этом остаются. Не зря же есть пословица, что пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву. То есть, в дикой природе поедается практически все. Вот этот набор и является практически классическим кормовым столом для дикого животного. Это и субпродукты, к которым относятся печень, почки, трахея, желудок, и внутренности, желудок, кишечник с его содержимым, а также прочие несъедобные для человека части тела, типа кадыков, трахеи, шкуры. Они тоже являются неотъемлемой частью рациона собаки. Хотя теперь это и для человека все съедобно. Все это теперь пускается в изготовление всевозможных сосисок, сарделек, причем не самых дешевых. В дешевых даже этого нет. Но это так, к слову. По пищевой ценности субпродукты раза в 2 уступают мясу. Но в субпродуктах содержится очень много необходимых организму собаки полезных веществ, которых нет в чистом мясе. Субпродукты, такие как печень, почки, мозги, легкие, желудки или рубцы, имеют очень высокую биологическую ценность. В печени, например, содержится много ретинола, витамина А, жирорастворимых гормоноподобных соединений, железа, медь, фосфор и другие вещества. Печень полезна в питании ослабленных животных, перенесших операцию. Но следует помнить, что печень действует послабляюще, и в большом количестве ее давать не следует. Мозги содержат сравнительно мало белков, но они богаты фосфором. В слизистой рубца много пищеварительных ферментов, которые положительно влияют на пищеварение животных и являются источником множества естественных витаминов. В почках много витаминов группы В, многие субпродукты содержат большой процент коллагена и других клейкообразующих соединений, таких как желатин и глютин, которые улучшают пищеварение, стимулируя выделение желудочного сока. Но кормить собаку только субпродуктами тоже будет крайне неправильно. Субпродукты должны составлять процентов 10-15 от общего количества мясных продуктов в рационе собаки. При таком процентном соотношении не будет никаких перекосов в балансировании рациона. Следует также помнить, что в субпродуктах много азотистых и безазотистых экстрактивных веществ. В них очень много пуринов. Из пуринов в организме образуется мочевая кислота, затрудняющая работу печени и почек. Более того, избыточное количество мочевой кислоты является причиной образования камней в организме собаки.
Все эти вещества можно уменьшить варкой. Большинство из них при варке переходит в бульон. Но я рекомендую давать субпродукты сырыми. Понятно, что нельзя кормить собаку субпродуктами, полученными от больных животных, но для избежания этого есть только один выход. Берите мясо там, где есть ветеринарный контроль. Поверьте, что это надежная защита от болезней. Не допускают на рынках с ветконтролем продажу мяса и субпродукты от больных животных. Некоторые собачники ошпаривают субпродукты кипятком. Я не вижу в этом большой пользы. Даже если теоретически вы взяли недоброкачественные субпродукты, то толку от ошпаривания не будет практически никакого. Вы никак не уничтожите тех паразитов, которые могут быть в мясе, это с одной стороны. А с другой стороны, желудок собаки не боится микробов, которые находятся на поверхности мяса. Там кислотность такая, что разве гвозди не перевариваются. И поэтому собака без проблем может есть даже подпорченное мясо, ничего с ней не будет. Поэтому не сравнивайте собаку с человеком. Это человек может отравиться, а собака нет. В некоторых случаях собаке даже показано подпорченное мясо. Так вот, ошпаривание – это практически бесполезная процедура, так как бактерии, которые есть на поверхности мяса, собаке не страшны. А всякие воображаемые болезни, которые теоретически могут быть в мясе, такой процедурой не убиваются. Поэтому старайтесь все-таки давать собаке субпродукты сырыми. Проваривать их надо только в том случае, если вы на 100% не уверены в качестве субпродуктов или у собаки есть какие-то проблемы со здоровьем. Если есть заболевание желудка, например, гастрит или язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Нежелательно также включать сырые субпродукты в рацион старых животных или животных, у которых есть склонность к образованию камней. Это соотношение хорошо проверено практикой. Его применяют люди, которые придерживаются кормления собаки по системе BERF, что переводится как Biologically Appropriate Raw Food, то есть биологически соответствующая сырая еда. Поэтому самое главное при кормлении собак субпродуктами, особенно если у вас есть возможность балансировать рацион собаки мясом, не забывайте, что с одной стороны субпродукты очень полезны для собак, а с другой стороны, не надо увлекаться дачей их большого количества. 15% от мясного рациона и достаточно. Что касается варки субпродуктов или скармливать их сырыми, то я уже об этом сказал. Если животное здорово, то, конечно, лучше скармливать им субпродукты в сыром виде. Полезных веществ в таких продуктах на порядок выше. А если есть какие-то противопоказания для организма собаки, то тогда проваривайте их. Самое главное при кормлении субпродуктами соблюдать меру и то процентное соотношение, о котором я сказал выше, до 15%. Вот и все, что касается наличия субпродуктов в рационе для собак и их пользы. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!